Относительно недавно закончился мажор в Будапеште, где победу одержали Виталити. Если честно, уже давно. Просто я долго собиралась с мыслями записать свое первое видео на YouTube. И я посмотрела все пистолетные раунды третьей стадии и стадии плей-офф и выбрала те, которые можно повторить на фейсите со своей командой, или те, которые просто было интересно разобрать. Но когда я досмотрела последнюю демку, стало понятно, что материала слишком уж много для одного видео, поэтому я решила разложить все по картам. Ну а начнем мы, конечно же, с Миража. И для этого видео я подготовила 3 пистолетки. Не буду тянуть, поехали! И начнем мы со второй пистолетки в матче Passion UA против G2. И это, кстати, была одна из немногих пистолеток на этом мажоре, где у обеих команд почти все сложилось по плану. Поэтому здесь удалось подсмотреть идеи и для Т, и для КТ. У G2 на Т пистолетке был достаточно простой план – выход на Б с легком под коннектором. Идея заключалась в том, что Хэвигат, имея очень много инфы, мог бы или зайти в спину своим оппонентам, или стянуть своих тиммейтов обратно на апленд. А со стороны это выглядело вот так. Выход начался в тот момент, когда Хэвигат оказался под коном. И несмотря на то, что они все погибли, они практически выиграли эту пистолетку, и здесь точно есть что подчеркнуть. Сначала посмотрим на гранаты. В этом раунде G2 закупают 2 смока и 4 флешки, одну из которых Матиис дропает своему тиммейту. В этой пистолетке Хантер дает смок в окно маркета, а также 2 флешки на выход своих тиммейтов. Этот смок достаточно простой и полезный не только на пистолетке, но и на Мираже в целом, так что советую его запомнить. И дается этот смок просто с джамп-троу. А сразу после Хантера свой смок дает Матис. Для этого он упирается в этот угол и дает смок с 2 зажатыми кнопками мыши и джамп-троу. После этого он также отпускает свой флеш и следует за командой. Я также могу предложить такой лайнап этого смока, он падает плюс-минус точно так же, но я считаю он немного проще и стабильнее. А энтрить в этом раунде будет Сампайс, используя флешку своего тиммейта. Он выпрыгнет в окно и попытается увести прицел, дабы помочь Малпсу найти килл, но, к сожалению, у них это не получится. И под весь этот шум, который происходил на Б-планте, Хэвигат в принципе мог зайти в спину своим оппонентам, но, к сожалению, его команда погибла. Но, несмотря на это, он все равно был очень близок к победе в этом раунде. This one's over, this one's done, and it looks like Passion UA might have kept it safe. No time to plant that bomb. Seconds are the difference here. Passion recover a 4v2 that was rapidly getting away from them. Если честно, я бы немного изменила этот раунд и оставила бы только гранаты Хантера, чтобы больше игроков выходили и играли на размен. Но это решать, конечно же, вам. Но если вам интересен такой формат, пожалуйста, подпишитесь и поставьте лайк. Как я уже говорила, эта пистолетка оказалась удачной для обеих команд. И вот что сделали Passion UA за КТ. JT, капитан команды, дропнул 2 пары берет своим тиммейтам и оставил себе флешку. В этом раунде КТ сыграют агрессивно и быстро под флешку проверят яму на наличие оппонентов. И в это же время уже без флешки, но не менее неожиданно, Никекс проверяет Палас. Что позволит команде найти раннюю информацию, и JT стянется на помощь Квему, который остался с долберетами на Б-планте. Такая пистолетка не только застанет вашего противника врасплох, но также соберет много информации по карте. И отлично подойдет против медленных команд. И убедившись, что никого нет в яме, игроки также стянутся на Б. А следующим мы посмотрим пистолетку с выходом на А от команды Vitality в матче против Mongols. Это также пистолетка с 2 паками гранат, но в этот раз один из смоков останется для постплента. После гранат 2 игрока выходят из ямы, а также 3 выходят из паласов, при этом первый уводит прицел для своих тиммейтов. После установки бомбы Apex дает глубокий смок КТ, что делает ретейк очень некомфортным для стороны защиты. Ну, давайте посмотрим немножко подробнее. В этом раунде Flames купил себе молотов и смок, а также Apex купил пешку для Зайву, смок и флешку, которую забрал с собой в Палас. Flames немного подождал, пока Зайву отпикает яму и стерс, и убедившись, что никто не пушит, антифлэш будет продвигаться на свой спот для гранат. Отсюда он дает несложный полезный сет со смоком на бенч, который закрывает обзоры с джангла и коннектора, а также молотов на стерс. После этого он уведет прицел для Зайву, но, к сожалению, прилетит смок. В свою очередь, Apex подготовит флешку под балкон, которая летит примерно так же, как молотов, и последует за своими тиммейтами. После этого килла и установки бомбы в дефолте, Apex дает глубокий смок, в то время как игроки в упоре уже готовы отпикать и занять КТ. К сожалению, в этом раунде Мези не повезло, и оппоненты уже находились близко в КТ, но тем не менее, Vitality практически без проблем выиграли этот раунд. Это уже, конечно, не совсем пистолетка, но все еще интересная вещь, которую я подсмотрела в матче FaZe против Mongols.
Понимая, как в этой игре важны гранаты, Твист, используя всего один дикой, выманит целый смог у команды оппонента. И так получилось, что Блиц, увидев гранату, не зная, что это дикой, использовал свой смог, чтобы задержать выход из ямы. 2 смока на пистолетке за защиту — это большая редкость, так что куда бы ни решили выйти FaZe Clan, смог им уже не помешает. Вот такое получилось видео. Конечно, это не все пистолетки, которые были сыграны на этом мажоре, но многие из них заканчивались слишком быстро, а какие-то просто повторялись. Спасибо, что досмотрели это видео до конца, мне правда было очень приятно и интересно над ним работать. И обязательно напишите в комментариях, какую карту вы хотели бы увидеть в следующем видео. Ну и, если что, ссылки на мои социальные сети вы найдете в описании. Всем спасибо, скоро увидимся!